В конце декабря региональная динамика в Восточном Средиземноморье и на сопредельных направлениях окончательно вышла за рамки отдельных дипломатических эпизодов и начала складываться в цельную, многоуровневую систему союзов и противовесов. Саммит Израиль, Греция, Кипр в Иерусалиме, усиление оборонной активности Афин, углубление армяно-греческого военного сотрудничества, противоречивые сигналы из Вашингтона и параллельное обострение иранского трека формируют новую конфигурацию, в которой переплетаются интересы сразу нескольких регионов – от Эгейского моря до Южного Кавказа и Ближнего Востока. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, принимая в Иерусалиме премьер-министра Греции и президента Кипра, с самого начала обозначил, что трехсторонний формат выходит далеко за рамки протокольной дипломатии. Его формулировка о том, что союз между Израилем, Грецией и Кипром является опорой ответственности, стабильности и общих интересов в сложном регионе, фактически зафиксировала появление устойчивой политико-безопасностной конструкции. Нетаньяху подчеркнул, что речь идет не о временной координации, а о последовательной линии, заявив: «Мы будем и дальше последовательно и решительно работать вместе, чтобы укреплять безопасность, продвигать экономическое развитие и углублять связи между нашими народами». Повторение этих формулировок в последующих публичных заявлениях не случайно. Израиль сознательно закрепляет новый формат как элемент долгосрочной стратегии, а не как реакцию на текущий кризис. При этом наиболее резонансным стал жесткий политический сигнал, прозвучавший на совместной пресс-конференции, когда Нетаньяху заявил: «Тем, кто фантазирует о восстановлении своих империй и господстве над нашими землями, я говорю, забудьте об этом. Этого не будет. Даже не думайте об этом». В региональном контексте эта фраза была воспринята как прямое предупреждение Турции, которая в последние годы последовательно расширяет свое военное и политическое присутствие в Восточном Средиземноморье. Анкара действительно остается центральным раздражителем для всей выстраиваемой конфигурации. Турция оспаривает исключительную экономическую зону Республики Кипр, оказывает давление на энергетические проекты, пытается навязать признание турецко-ливийского соглашения о делимитации морских зон и регулярно демонстрирует военно-морскую активность в спорных районах. Именно поэтому в рамках саммита Израиль-Греция-Кипр обсуждалась идея создания совместных сил быстрого реагирования, ориентированных на защиту критической инфраструктуры, подводных газопроводов, электрических кабелей и морских коммуникаций. Формально этот формат подается как координация и оборонное сотрудничество, однако по своей сути он представляет собой механизм коллективного сдерживания Турции без объявления открытого конфликта. На этом фоне особенно показательно, что позиция США выглядит более сдержанной и даже примирительной. Американский посол в Анкаре и специальный представитель США по Сирии Том Барак заявил, что Соединенные Штаты готовы стать мостом между Турцией и Грецией для улучшения их отношений. Он назвал исторические споры между двумя странами бессмысленными и подчеркнул необходимость нового этапа сотрудничества, отдельно отметив важность урегулирования кипрского вопроса для региональной стабильности. Эти заявления отражают стремление Вашингтона снизить риск прямой конфронтации между союзниками по НАТО, однако они явно расходятся с тем, что происходит на практике. Почти одновременно с этим в Афинах прозвучала диаметрально противоположная по тону позиция. Министр обороны Греции Никос Дендиас, как сообщила турецкая газета «Сабах», заявил, что Греция никогда не признает турецко-ливийское соглашение по делимитации морских зон, назвав его юридически ничтожным. По его словам, Афины не допустят реализации этого документа ни в политическом, ни в практическом плане. Тем самым Греция дала понять, что не намерена идти на компромиссы по вопросам морского суверенитета, даже несмотря на призывы к диалогу со стороны США. Ключевым элементом выступлений Дендиаса стала новая оборонная доктрина Греции, которая, по данным турецких СМИ, радикально меняет подход Афин к безопасности. Эгейское море больше не рассматривается как зона, защищаемая исключительно флотом. На сотнях островов планируется размещение мобильных ракетных комплексов, способных перекрывать ключевые направления и фактически запирать регион с суши.
Это позволит освободить военно-морские силы и дать им возможность действовать по всему Восточному Средиземноморью, включая удаленные театры. Параллельно до 2030 года Греция намерена выстроить многоуровневую систему обороны, включающую противоракетный щит, эшелонированную ПВО, систему борьбы с беспилотниками, морской ракетный щит и усиление подводной обороны. В совокупности это означает переход к полноценной многослойной обороне и подготовку к сценарию, в котором противостояние с Турцией может разворачиваться одновременно в Эгейском море и в более широком региональном пространстве. Важно подчеркнуть, что Греция действует не в одиночку. Вокруг Афин формируется круг партнеров, заинтересованных в сдерживании Турции. Франция уже открыто позиционирует себя как военного и политического гаранта Греции в Средиземноморье. Кипр становится опорной точкой для совместных проектов и инфраструктуры. Армения углубляет военное сотрудничество с Афинами, подписывая программы оборонного взаимодействия на несколько лет вперед. Израиль же формирует с Грецией и Кипром плотный политико-безопасностный треугольник, который все чаще рассматривается как единое целое. Для Израиля эта конфигурация имеет дополнительное измерение, выходящее за рамки противостояния с Турцией. На фоне саммита в Иерусалиме Нетаньяху практически синхронно прокомментировал масштабные ракетные учения и испытания, проходящие на территории Ирана, заявив: «Мы следим за ситуацией и принимаем необходимые меры. Хочу предостеречь Иран от любых действий против Израиля». Это заявление прозвучало в момент, когда Тегеран демонстративно усиливает военную активность и ужесточает риторику, что в Иерусалиме воспринимается как сигнал о сужении пространства для дипломатии. В израильской стратегической логике иранский трек является экзистенциальным и напрямую влияет на все остальные направления. Потенциальная эскалация с Ираном автоматически означает рост рисков в Сирии, Ливане и на морских коммуникациях. Именно поэтому Израиль стремится заранее укрепить тыловые и фланговые зоны, минимизировать угрозы со стороны Турции и зафиксировать устойчивые партнерства в Восточном Средиземноморье. Союз с Грецией и Кипром в этом контексте выполняет функцию стабилизирующего пояса, обеспечивающего свободу маневра на фоне возможного обострения на Ближнем Востоке. Параллельно армяно-греческое военное сотрудничество добавляет еще одно измерение этой конструкции. Армения, находящаяся на стыке интересов Турции и Ирана, приобретает для всей системы особое значение. Формально Израиль не участвует в армяно-греческих соглашениях, однако через Афины выстраивается косвенный контур взаимодействия, расширяющий региональную сеть партнеров. В условиях, когда прямое присутствие Израиля вблизи иранских границ ограничено, подобные опосредованные форматы приобретают дополнительную ценность. В результате формируется гибридная неформализованная архитектура безопасности, включающая связку Израиль-Греция-Кипр в Восточном Средиземноморье и формат Греция-Армения на Южном Кавказе, которые вместе создают косвенный контур Израиль-Греция-Армения. Это не классический военный блок и не союз с юридическими обязательствами, а сетевой альянс интересов, характерный для эпохи гибридных войн и управляемых конфликтов. Его цель – не немедленная конфронтация, а постепенное изменение баланса сил, сужение стратегического пространства для Турции и Ирана и формирование новой реальности регионального сдерживания. Таким образом, события конца декабря следует рассматривать не как набор разрозненных заявлений и встреч, а как элементы одной мозаики. Израиль выстраивает многоуровневую систему устойчивости, Греция переходит к жесткой оборонной доктрине, США пытаются удержать контроль над процессом, а Турция и Иран оказываются в фокусе новой конфигурации давления. Именно в таком пересечении интересов и формируется новая архитектура безопасности, которая будет определять динамику региона в ближайшие годы. Пишите свое мнение в комментариях и подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропускать самые важные и актуальные новости мира и нашего региона.